Последнее оперативное обновление в этом 2025 году. И несмотря на продолжающиеся кампании в честь Кубка Африки, Нового года и Рождества, контента добавили не так много, как того, наверное, хотелось бы. Но как мы того и ожидали, добавили контент на ближайшее время, на ближайшую неделю и даже полторы. А там и бигтаймовские миссии, и интересные шоу-таймы. Поэтому в сегодняшнем видео обсудим контент, который добавили сегодня, и затронем контент, который добавили на ближайшие недели. Ребята, у меня для вас реально новогодняя новость. Сейчас на PlayRock идет огромный розыгрыш. Уникальный игровой компьютер-елка. Еще 4 мощных ПК в спецдизайне. Макбуки, айфоны, PlayStation 5, Xbox и еще куча призов. Траты в декабре неизбежны. Подарки, игры, пропуск. Классика. Так трать средства с выгодой. Каждая покупка от 500 рублей на PlayRock превращается в билет в новогодний розыгрыш. Покупай то, что планировал, и параллельно получай шансы на серьезные призы. И чтобы было максимально выгодно, на PlayRock сейчас идет отдельная новогодняя акция. Сотни скидок и самые привлекательные цены на товары. А тут есть буквально все, что нужно геймеру. Также на PlayRock можно пополнить свой аккаунт Steam, и с моим промокодом вы сможете это сделать с нулевой комиссией. Хочешь закупиться игровыми товарами или пополнить Steam без комиссии? Делай это по ссылке в описании и используй мой промокод. И помни, в декабре тебе не избежать трат для себя или друзей. Так лучше покупать там, где за это дают шансы на реально крутые подарки. Год для эпических паков Konami закрывают с участием игроков испанской Ла Лиги, а именно появлением Зейдорфа от мадридского Реала, очередным дебютантом в лице Тьяго Алькантре, ну и конечно же, куда же без нашего любимого японца в лице Такефуса Куба. Причем, когда этот пак анонсировали, многие думали, что в качестве испанца будет Давид Силва, и многие, так сказать, уже успели законфирмить, что это будет именно Давид Силва, выложили соответствующие посты в соцсетях, напичкали их вотермарками, проставили галочки, что они якобы были правы, а по итогу этих эрудитов послали нахуй. На самом деле пак не такой уж и примечательный, если посмотреть на него со стороны, особенно учитывая, что Konami приготовили на 31 число, поэтому для большинства это прекрасная возможность сохранить свои монетки. Последняя команда недели в этом году примечательна тем, что в нее возвращается Джуд Беллингем, и нет, не потому что я болею за мадридский Реал, а потому что его очередное возвращение сопровождается далеко не самыми плохими цифрами для команды недели, и его рейтинг достигает 102 пунктов. Поэтому если за эти несколько лет вы так и не обзавелись его карточкой, его моделькой, думаю, это будет прекрасная возможность, если, конечно, не учитывать фактор рандома, который, возможно, вам еще не заблаговолит. Также Konami подводит итоги года для бразильского чемпионата, и в игре появился пак с лучшими представителями этой лиги. И здесь получается двоякая ситуация, ибо если подобную карточку раздавали в качестве бесплатной в одной из компаний, я бы, наверное, плевался бы от нее. А наблюдая ее в этом паке за золотые монеты, у меня почему-то невольно возникает желание попытаться выкрутить его. Хотя цифры, неплохие, но и не прям какие-то сверхъестественные. Так еще и стиль далеко не часто встречается в нашей игре, а именно классическая десятка. Ну и, конечно же, контент, который Konami приготовили на праздничные недели. Если в прошлом году мы наблюдали сплошь эпические паки, что до Нового года, что после Нового года, то в этом году ситуация несколько иная. И получается, что до 31 числа в понедельник мы получим один шоутаймовский набор, и на следующей неделе, уже 26 года, мы получим второй шоутаймовский набор. Тогда как 31 числа появится эпический пак уже где-то на 250, может быть и больше футболистов. И сперва давайте быстренько пробежимся по шоутаймовским наборам, ибо некоторые из них действительно представляют интерес, в частности набор, который мы увидим уже в следующий понедельник, с тройкой в лице Тибо Куртуа, Уильяма Салиба и Ником Вольтемадом. И если в случае с немцем еще не до конца понятно, что он из себя представляет, он выступает как этакая черная лошадка, то вот Тибо Куртуа и Салиба это одни из самых, интересных вариантов на представленные позиции. Тогда как второй шоутаймовский набор, который мы увидим уже после Нового года, посвящен полузащитникам и как будто бы выглядит менее интересным, ибо здесь представлены Деклан Райс, Чуамини и Морган Роджерс. Деклан Райс, несмотря на все цифры, которые ему рисуют, по модельке неповоротливой, и поэтому, достаточно нечастый выбор среди игроков. Чуамини неплохой, но стоит ли он внимания и средств?
учитывая из какого пака его приходится выкручивать при наличии каких-нибудь Райкардов, Вейра и прочих подобных ребят. Ну и разве что вот Морган Роджерс выглядит неплохо, мне довелось поиграть за его последнюю карточку из команды недели, и я остался под приятным впечатлением. Неплохая моделька, сбалансированные цифры, но опять же цена вопроса достаточно ощутимая. Также, как мы и ожидали, с этим обновлением базы данных Konami по сути подвели итоги нашего голосования за халявных шоу-таймов, которых мы получим на 1 число, и выбор был сделан. В частности, мы получим одного из 3 представленных игроков: Кевин Де Брюйне, Дин Хьюисон и Маркус Решфорд. В отношении последнего хочу сказать, что каждый, блять, кто проголосовал за этого депутата, получит уголек на этот Новый год, ибо такой деревянной модельки, которые бы выдали шоу-тайм карточку, еще поискать, блять, надо. Справедливости ради не сказать, что у того же самого Антони моделька сродни модельки какого-нибудь Месси, но все-таки у нас была прекрасная возможность обзавестись карточкой героя мемов, а по итогу, блять, получаем депутата, который накормил манчестерских и каталонских детей. Ну, наслаждайтесь, блять, никто вам не мешает в принципе. Лично я буду забирать Хьюисона. Ну и конечно же самый главный завоз — это пак на 31 декабря во главе с Анкара Месси с 19-летней моделькой Лионеля Месси. Ну, про аргентинца я еще успею высказаться, учитывая, что у меня на уме есть парочка мыслишек. Давайте быстро пробежимся по его партнерам, которые составят ему компанию в этом паке. Ибо в отличие от прошлогодней подборки, эта подборка выглядит даже поинтереснее того, что было опять же в прошлом году. Компанию Месси в этом паке составят такие футболисты, как Эрик Кантона, Йохан Кройф, Роберто Карлос, Барези, Аши и Беркамп. Разве что немножко обидно за Эрика Кантона, ибо его моделька, возможно, зайдет далеко не каждому, так его еще немножко похерили стилем, ибо в отличие от предыдущих появлений, где он был оттягивающимся форвардом, он будет представлен как лис у ворот. Йохан Кройф — это Йохан Кройф, один из топовых исполнителей в атаке, будь то центрально нападающий, оттянутый форвард или атакующий полузащитник. Роберто Карлос — это Роберто Карлос, точно так же, как и Барези, разве что также немножко обидно за Ашим. Чтобы попробовать его модельку, придется крутить пак на 250 футболистов, но лично я подобным заниматься не планирую. Ну и опять же, самый главный гвоздь этой программы — это 19-летний Месси. Вот казалось бы, какие навыки ему добавят? Ну, Месси у нас игрок финтящийся, который вечно проходил соперников на дрибле, поэтому моментум дриблинг, он же динамичный дриблинг, ничего удивительного. А какой же будет второй навык? Ну, конечно же, блядь, пикирование Сокола. Пикирование Сокола у 19-летнего Месси. И вот от этого, блядь, мне вдвойне обидно, ибо на протяжении целого года я прям ждал, когда выпустят другую карточку Месси уже без пикирования Сокола. Я вдоволь наигрался за карточку из пака MSN, и он, в принципе, забивал и неплохие голы, и проявлял себя неплохо. Но лично мне некомфортно играть с Соколами, учитывая, что они руинят некоторые моменты. И я даже говорю не про само исполнение Соколов, а там, где нужно пробить, ну, ударом низом, но тоже с подкруточкой. У всех тех, у кого есть Сокол, таких ударов по сути лишены, и они вечно исполняют какой-то полукрученный удар по непонятной траектории, и мне это не нравится. Так и опять же, эта моделька по сути-то и не новая, ибо она появлялась еще во времена PES 2021, и по итогу получаем, что моделька не особо-то новая, опять получается Месси с Соколом, как и его предыдущий Big Time, только за тем исключением, что цифры будут побольше. И вместо 108 будет 100, блядь, 10. Ух ты ж, нихера себе. И я даже не поленился. Я посмотрел нарезки игры 19-летнего Месси, и вы знаете, как он забивал? Внутри штрафной. Он не лупил издалека, ибо это блядская Барселона, где будут катать до талого, пока игроки не забегут в чужую штрафную. И большинство голов Месси были именно такие. Он либо проходил соперников на дрибле и пробивал уже внутри штрафной, либо дожидался паса внутри этой самой штрафной, но никак не бил из-за этой самой штрафной. Поэтому какой-нибудь феноменал финишинг, мне кажется, был бы более уместным. Да и сами Konami понимают всю нынешнюю тенденцию с фланговыми нападающими,
фишками, поэтому, несмотря на позицию ПРН, он будет представлен как креативный плеймейкер, что позволяет заигрывать его как оттянутого форварда, либо атакующего полузащитника. И опять же, учитывая, что Konami сами понимают тенденцию с фланговыми нападающими, я все еще не понимаю, почему они игнорируют одни из самых топовых сезонов в исполнении Месси. 10-11, 12-13, тот самый прайм молодого Месси, когда они выигрывали Лигу Чемпионов, или тот самый сезон, когда Месси забил наибольшее количество мячей за один календарный год. Ну, выпустите его как центрального нападающего со стилем оттягивающийся форвард, и вместо пикирования Сокола дайте скоординированные удары. Это бы смотрелось намного свежее и, на мой субъективный взгляд, получше, чем вот эта вот дресня. Но нет, блять, давайте дадим ему очередное пикирование Сокола. Ведь у нас недостаточно исполнителей на правом фланге, которые могут исполнять этот самый Сокол. Ямаль, Рауль, вот теперь еще опять Месси очередной. И получается, что все те, у кого есть прошлогодняя бигтаймовская карточка, по сути-то не особо-то и сильно нужна эта версия. Да, у нее будут чуть-чуть получше цифры, но стоит ли оно того, учитывая, что один конкретный навык у них сходится, моделька та же самая, то есть невысокая, с дриблингом и со скоростью, ну не знаю. И вот глядя на всю эту картину, я недоумевал, матерился, расстраивался, вопрошал у Konami, ну почему вы, блять, опять выпускаете Месси с пикированием Сокола? Но потом на меня взошло озарение. Konami буквально кричат мне о том, чтобы я не тратил свои деньги в эту игру на этот Новый год, а потратил их на что-то более полезное, на что-нибудь спиртное, чтобы забыться и отдохнуть как следует. Поэтому за эту мысль им большое спасибо. То есть этот пак я крутить точно не буду. Ну вообще-то, это одна из самых лучших моделей, которая была в PES 2021. У нее там были ебануться какие цифры. И эта карточка тоже будет лучше, потому что у нее будет рейтинг 110 пунктов. А еще у нее будет пикирование Сокола. Это будет самый топовый нападающий на правом фланге. Ты ничего не понимаешь. Во всяком случае, ваше мнение по всему увиденному и услышанному я буду ждать в комментариях под этим роликом. Что думаете насчет новогоднего завоза на 31 число? Кого из бесплатных шоу-таймов на 1 число вы собираетесь забирать? Ну и в целом, как оцениваете последний контент последнего оперативного обновления?